Массированный удар дронов. Атакованы сразу 12 регионов России. Новые фигуранты в деле убийства генерала Кириллова. Сегодня 14 января, вторник. Поставьте лайк нашему эфиру. Мы начинаем. Крупнейшая за последнее время атака дронов на Россию. Ночью ВСУ атаковали 12 регионов. По данным связанного с силовиками канала ШОТ, всего были сбиты более 200 беспилотников и других воздушных целей. Смотри. В Тульской области в результате падения обломков одного из дронов в городе Алексин получили повреждения несколько автомобилей и хозпостроек. Официально пострадавших нет, однако канал Астра со ссылкой на источники пишет, что ранен военнослужащий. Также Астра сообщает, что атаковали сразу 3 объекта: Алексинский химкомбинат, предприятие Тула-Чермет и Алексинскую ТЭЦ. В Брянской области атаковали поселок Сельцово. Судя по всему, целью был местный химический завод. Здесь производят взрывчатку. Ранее его атаковали уже 4-жды, в последний раз в апреле прошлого года. Беспилотники атаковали и Орловскую область. По данным главы региона Андрея Клычкова, здесь сбили 17 дронов. В Ростовской области сообщили о 14 сбитых беспилотниках. В Татарстане дроны атаковали предприятие в Казани. Загорелась газовая цистерна. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Как утверждает издание «Бизнес Онлайн», инцидент произошел на базе сжиженного газа «Газпрома». И уже утром сообщили о том, что в Казани прогремели еще несколько взрывов, а местные жители публикуют кадры с дронами в небе. По словам очевидцев, неподалеку располагается авиационный завод имени Горбунова, который считается одним из крупнейших в России. Дроны также атаковали Саратовскую область. По данным местного губернатора Романа Бусаргина, загорелось некое промышленное предприятие в Энгельсе. По данным русской службы BBC, это местный нефтеперерабатывающий завод. В сети распространяется видео, на котором видно, как горит НПЗ. По словам очевидцев, как минимум сюда попал один дрон. Пожар после предыдущей атаки здесь удалось потушить только вчера. Он продолжался 5 дней. Кроме того, издание 164.ru сообщает о возгорании на еще одном объекте в Саратове, который находится около нефтеперерабатывающего завода Роснефти. А сегодня в Энгельсе и Саратове школы переведены на дистанционный режим. Дрон нашли также в лесу под Москвой. Грибник наткнулся на него в лесу городского округа Коломна. На дроне была надпись на украинском языке. Так что, судя по всему, он упал после одной из атак ВСУ. Сколько дрон пролежал в лесу, пока не сообщается. Но атаки дронов – это не единственные последствия путинской войны, которые ощущаются в России прямо сейчас. В прошлом году в стране зафиксировано рекордное за 14 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений. Такие подсчеты сделало издание «Верстка» со ссылкой на данные МВД. Всего в прошлом году было зарегистрировано более 600 тысяч подобных преступлений. В Москве свой рекорд – почти 57 тысяч преступлений. Факторами, которые будут влиять на преступность, в МВД считают возвращение с войны бывших заключенных, санкции, а также, цитата, «деятельность жен мобилизованных из проекта «Путь домой» и смерть Алексея Навального». Конец цитаты. Нападение в Красноярском аэропорту. Полиция задержала 40-летнего мужчину, который накануне вечером нанес ножевые ранения 39-летнему потерпевшему. Как пишет издание «Сибирский экспресс» со ссылкой на очевидцев, преступник перелез через барную стойку одного из заведений и схватил нож. Сначала он пошел на бармена, а затем погнался за другим мужчиной. Тот убежал. А в районе стоек регистрации нападавший набросился на еще одного человека. Преступника схватили на месте. По данным базы, это гражданин Узбекистана Умит Каимов. В полиции он объяснил свои действия ревностью, однако потерпевший утверждает, что никогда ранее не видел его. В деле об убийстве генерала Кириллова и его помощника появились сразу 2 новых фигуранта. Об этом сегодня пишет издание «Коммерсант». По данным журналистов, ими стали 2 уроженца Ингушетии, которые занимались мелким бизнесом в Москве. Они обеспечили исполнителя теракта жильем в Подмосковье. Это следует из данных оперативных служб. По данным правоохранителей, новые фигуранты могут относиться к боевому крылу группы последователей религиозного течения Баталхаджи Белхароева. В России оно запрещено и признано террористическим. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Десятки танкеров с российской нефтью встали в открытом море. Индия и Китай отказываются их принимать. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов. По меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах океана, в том числе у берегов Китая и России. С тех пор, как 10 января США объявили о новом пакете санкций. 5 из этих танкеров стояли на якоре у китайских портов, еще 7 бросили якорь у берегов Сингапура, остальные остановились у берегов России, в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Ранее о том, что Индия и Китай запретили заходить в порты под санкционным судам, написал также Bloomberg. Добавлю, что в пятницу Минфин США ввел беспрецедентные санкции против российского нефтяного сектора. Под санкции попали 2 ведущих российских нефтекомпании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», а также десятки нефтесервисных предприятий и трейдеры, которые торгуют российской нефтью. Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, новые санкции обойдутся России в миллиарды долларов убытков. Госкорпорация «Ростех» через суд решила взыскать почти 900 миллионов рублей с футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте Ростеха. Иск подала РТ «Капитал», это дочерняя компания госкомпании. В нем говорится, что «Крылья Советов», цитата, «находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью». При этом срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. По оценке «Коммерсанта», самарский клуб может лишиться более трети бюджета из-за иска Ростеха. Добавим, что основной владелец клуба – это правительство Самарской области. И в декабре клуб оказался в центре скандала. Тогда губернатор области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе отечественного футбола. Он рассказал, что «Крылья Советов» задолжали неназванным преступникам 36 миллионов рублей за подкуп судей. А текущий конфликт с Ростехом вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев прокомментировал так. «Мы находимся в правовом государстве, увидим исковое заявление, после чего сформируем нашу позицию. Пока непонятно, почему столько лет не вспоминали про этот долг». Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, который позволит Дональду Трампу начать переговоры о покупке Гренландии сразу после вступления в должность. Об этом сообщило агентство Рейтер, в распоряжении которого оказалась копия документа. Документ получил название «Make Greenland Great Again Act». Пока его соавторами числится 10 конгрессменов. Добавим, что несколько дней назад Дональд Трамп заявил о претензиях на Гренландию. По его словам, для США это вопрос безопасности, поскольку вокруг Гренландии регулярно курсируют китайские и российские корабли. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у нее, цитата, «не хватает воображения, чтобы представить, что США захватят Гренландию». И еще одна международная новость. Турецкий президент Реджеп Таyyip Эрдоган, похоже, нашел способ, как баллотироваться на 3-й срок. Нынешнее турецкое законодательство ограничивает пребывание на высшем государственном посту 2 сроками, но оставляет в этом вопросе лазейки. Правда, для реализации плана переизбрания Эрдогану потребуется помощь оппозиции. Как сообщил его старший помощник Мехмет Учум, согласно 116 статье Конституции, 3-й срок возможен в случае, если во время 2-го срока Меджлис объявит о проведении досрочных выборов. Впрочем, согласны ли будут турецкие парламентарии пойти на такие уступки, еще предстоит увидеть. И это все новости к этому часу. На прощание поставьте лайк и подпишитесь, и оформите подписку на наш канал в Телеграме. Это поможет нам всегда оставаться на связи, что бы ни случилось. Увидимся. Пока.